Всю свою жизнь я любил странные культуры. Я работал журналистом, снимал документальные истории на Папуа, в Пакистане, в амазонских племенах, пытаясь рассказать о людях, которые живут совсем не так, как я привык. И только сейчас я понимаю, что все это время упускал Россию, страну, где я родился и где люди живут еще страннее. Год назад я начал снимать фильм про сибирский шаманизм. Я понимаю, что на самом деле мы ничего о нем не знаем. Шаман для большинства из нас — это образ из телевизора, такой мужик в костюме с бубном, который общается с духами и, возможно, ест мухоморы. Поэтому я отправился на всю зиму в Сибирь, чтобы познакомиться с самыми разными формами шаманизма и с людьми, для которых это не экзотика, а образ жизни. Я пытался понять, что в том, что мы о нем знаем, выдумка, как сами шаманы относятся к этой религии, и можно ли его назвать религией вообще. Я начну эту историю с Тувы, самой известной шаманской республики России. Сейчас начало февраля. Солнце поднимается высоко, но температура может упасть ниже минус 50 градусов. В это самое неблагоприятное для съемок время начинается Тувинский Новый год, Шага, и в нем участвуют шаманы. Утром тувинцы придут к старому подъезду актового зала, где их окурят можжевельником. Внутри они устроят таинство, а когда стемнеет, разожгут костры на вершинах гор и в лесах, там, где, по их мнению, обитают духи.
Что такое шаманизм? Вообще есть мнение в антропологии, что шаманизм — это такой конструкт, созданный Западом для Запада, что в реальности никакого шаманизма, как такой ранней формы религии или там, ранней мировой религии, никогда не существовало. Есть, на самом деле, у разных народов какие-то верования и ритуальные практики, которые обнаруживают некоторое сходство по каким-то основным общим чертам, что и позволило исследователям начала XX века, конца XIX обозначить их некоторой общей категорией шаманизм. Но в конце XX века идет же борьба с разного рода измами, и сейчас, кажется, даже слово «религия» религиоведы очень не любят. Слово «шаман» от венкийского слова «саман» означает человека, мужчину, который исполняет эту ритуальную функцию. А слово «камлани» — основной ритуал от тюркского слова, якутского слова «кам» — «шаман». Это, собственно, самая главная фигура в этого рода верованиях и практиках. Человек-посредник, который взаимодействует с духами, с божествами, передает им человеческие просьбы, пожелания, каким-то образом устраивая жизнь своей социальной группы, помогает выжить своему коллективу через обращение к божествам. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Желаю вам всего хорошего. Очень приятно. Это духом все. Это духом все, что вы... Ага. Посуду новую купили. И еду. Ага. Ага. Это духом земли, неба, воды. Мы принесли. Ну, мы же как природа, с природой мы едины, и поэтому гармонично живем. К этому моменту я уже 10 часов подряд снимаю тувинский Новый год. Закончилась ночь, наступило утро и похолодало. Мы поднялись в горы, чтобы посмотреть на самый важный момент праздника. Это обряд встречи солнца, который называется Сан-Салыр. Эта семья впервые празднует Новый год на этом месте, и им важно знать, как отреагируют духи. И чтобы они были довольны, их нужно покормить. Поэтому духам поставили пиалы с чаем, печенье и молоко, а остальную еду сожгут на костре, чтобы духи могли почуять аромат и этим наесться. Эта женщина рассказала, что родилась на стойбище в горах возле границы с Монголией. Ее дом был настолько далеко, что ее родители никогда не знали, что жили в Советском Союзе. Потом она переехала в город и начала гадать на камешках. Этот мужчина специально приехал к ней, потому что у него проблемы с бизнесом. Он надеется, что предсказание шамана поможет ему наладить дела в новом году. Могу ли бизнес поднимать свой? Ну, потом я вот погадала,
поскольку вот у него это нога как привязанные, а душа это переживает за работу, но у него если вот почему это привязано, вот это связано с деньгами, это бизнес. Если вот будет деньги, у него вот цель и задачи исполнится. И поэтому я говорю, сейчас не надо, бизнес только начинается, вам надо двигаться вперед. Да? Я приехала к телеутам, вот, и я не собиралась никогда заниматься шаманизмом, даже я как-то от него сторонилась, шарахалась от него, и когда я что-то там спрашивала, а мне сразу начинали рассказывать про шаманов, я говорю, да не надо мне шаманов, мне это неинтересно. Я собиралась заниматься социальной организацией, общиной, родом, и все равно мне все рассказывали о шаманах, упоминали о них. И в конце концов, года через 2 я поняла, что невозможно заниматься культурой этого народа, минуя шаманизм, потому что вся культура пропитана шаманизмом, все пропитано. До чего не дотронься, везде всплывает шаманизм. Я тогда поехала к шаманке. Очень известная была шаманка на Алтае, Татьяна Васильевна Манышева. Вот, и я помню, как я пришла первый раз к ней, так сердце замирало. Открыла мне такая пожилая женщина. Я с пронизывающим взглядом, как будто током тебя пробивает. И я растерялась так и говорю, здравствуйте, мне сказали, что вы можете, говорят, что вы можете лечить людей. Она говорит, ой, нет, схватилась за голову и бросилась в избу. Она подумала, что ее в очередной раз пришли прорабатывать, что я представитель власти, и пришла ее очередной раз прорабатывать, ругать или куда-то увезти. Ну, и я прошла за ней, успокоила ее и говорю, что наоборот, я изучаю шаманизм, мне это очень интересно. Ну, вот и так мы с ней поговорили. У телеутов, большинство людей прошли, обязательно обращались к этой шаманке, потому что она вот выполняла такой обряд, как возвращение тюла, возвращение души. Это не душа, а тюла. Это то, что в христианстве считается душой. Так вот, это самое тюла, то, что какая-то духовная сущность человека. Она там имеет разные ипостаси. И когда человек умирает, так как ему скучно, он может захватить с собой душу живого, близкого человека. Вот, тюла. И тогда родственник умершего заболевает, он так слабый становится, заболевает. Тюла нет, ушла душа. И возродить тюла может только шаман. И вот тогда едут к шаману, она вызывает этого умершего и говорит, отдай тюла. И вот существует обряд по возвращению тюла души. Şeyde işte diyelim. Bak.
Эта семья пригласила меня к себе в гости, чтобы показать один обряд, который они проводят утром каждого Нового года. Этот шаман прямо сейчас вселил в себя дух своей бабушки. Она расскажет, удалось ли этим людям угодить духом, потому что они волновались, стоило ли праздновать Шага на новом священном месте. Особенность бабушки в том, что она очень древняя. Она любила курить и никогда не пила водку. Она пожелала этим людям успешного Нового года и рассказала, что на самом деле они неправильно провели обряд, потому что на этом месте пролилась кровь. Правда, потом она пообещала отобрать душу у тех, кто это сделал, чтобы, по ее мнению, восстановить равновесие. Хозяева воды, вот, земли, они радуются за то, что напоили, накормили через огонь и подношение преподнесли. Там проливалась кровь еще человеческая в тех местах. Они тем самым загрязнили те места. Не надо было там. В самом конце этого обряда к ней подошла молодая девушка. Она специально оделась в праздничное пальто. Она рассказала, что у нее есть жених, сказала бабушке его имя и что он родился в год обезьяны. Они собираются жить вместе, но девушку волнует, что он все время заботится только о своей маленькой сестренке и совсем не уделяет внимания ей. На что бабушка ответила, что он действительно очень упрямый, и поэтому у него еще не ладятся дела с работой и учебой. Бабушка посоветовала ей проявить ум и поспособствовать тому, чтобы он изменился, и задумался о будущем своей новой семьи. Я не сразу стал шаманом. Я прошел некоторые жизненные трудности, и были у меня очень такие кризисные ситуации, как будто при котором я раньше думал, что нет выхода, а оказывается, есть выход в любом ситуации. Однажды ночью во сне пришел дедушка и сказал, что ваш род угасает, принимай мою силу, принимай меня, и ваш род обратно начнет расцветать. То есть дедушка сделал мне такое предложение, от которого невозможно отказаться. Я принял эту силу и стал шаманом. Я почувствовал себя маленькой песчинкой, а сила дедушки это целый хребет, говорю, я испугался. Я даже не подозревал, что есть такая сила. И когда я увидел эту силу, когда я осознал эту силу, я понял, что хотя у меня были глаза, я ничего не видел, хотя у меня были уши, я ничего не слышал. Оказывается, это очень древняя сила. Шаман – это такой специалист, на самом деле, очень важный, потому что он оказывается и часто таким вот ритуальным лидером, религиозным лидером, и он самый главный медик в этой группе, и он специалист, отвечающий за бесконфликтные отношения с соседними группами, он налаживает взаимоотношения, в общем, такой универсальный посредник, медиум. А иногда это отражается в его костюме. Вот классический шаманский костюм предполагает так, что, вот, скажем, головной убор украшен птичьими перьями, либо же рогами оленей. И это из металла, например, сделано, или из дерева. Эти
изображение на его головном уборе. А его перчатки устроены таким образом, что, скажем, на правой руке у него 5 пальцев, а на левой 3. Это животная природа, а здесь человеческая природа. Он посредник между зооморфным и антропоморфным, животным и человеческим. Иногда там у чукчи шаман камлает в женском платье, в женской шубе. Это он такой вот посредник между гендерами разными. И вот такой вот универсальный специалист, который при этом еще оказывается и самым главным актером. Шаманское камлание, такой перформанс, это театр одного актера, остальные оказываются зрителями интерактивного театра, но при этом все-таки главный герой здесь шаман. Шаманизм в то далекое время очень распространенно был. В то далекое времена мы никогда не знали, кто такой врач, кто такой доктор, что такое медицина, мы не знали. И всегда наши предки обращались к шаманам. 90-е годы уже, когда меня попросили, я водитель первого класса, шофер первого класса, попросили возить депутата Верховного Совета, главного редактора газеты «Щон». И я там водил машину «Волгу», ездил по республике. Потом, когда собрания, там какие-то мероприятия были, я заснимал их, и потом в машине случайно лежал, главный редактор увидел, сказал, кто это снимал? Я снимал. Вот. Ну, пойдем. Ну, меня тут назначили фотокорреспондентом. И в том 93-м году за одного материала, который милиционеры устраивали на охоте, даже домашних животных, оленей убивали. И заснял вот этот вот материал. И сдал типографию, а из типографии этот материал исчез. Потом меня избили до полусмерти, сделали инвалидом второй группы. Ну, это почти что тоже начался шаманская болезнь. И я болел сильно. Не помню, где утром был, иногда, где в обед был. Утром просыпаюсь, я дома. Очень много денег было в кармане. Я, оказывается, хорошо карты играл. В те время такой мода был. Где-то соберутся мужики и начинают играть карту на деньги. Оказывается, я хорошо играл карту, и очень много у меня были деньги. Если вот я сейчас помню, сколько квартир можно было бы купить, вот. Все это прошел я, понимаете? Все прошел. От и до. Ну вот, это если вот у кого хороший кругозор, тот увидит большой человеческий голова. Голова, лоб, глаза, большой нос. Вот смотрите, вот. Здесь вот, ну это, я то время, когда вот начал, в 2001 году, начал делать обряды после смерти человека. Меня пригласили, и во время ритуала я узнал, что это человек вор. Вот здесь вот корова. У него ухо, рога, чубчик, нос. Все то, что у него есть. А вот лоб человеческий, большой глаз, нос пошел. Лицо, то есть рот, губы нижние, челюсть и кровь. Это огонь фактически. Это огонь.
Вот. Ну, это какой-то конек-горбунок, да. Это вот, когда превращается во время костра, шаман превращается в костер. Вот смотрите, вот моя шапка, плетка, рука, даже вот эти сапоги в полном составе вышли, вот смотри, вот. Колено вот так вот стою. Вторая нога, сапог, вот этот сапог полностью вышел. У каждого шамана своя история, каким образом становится шаманом. Часто эти истории довольно тяжелые. Шаман, как мы все знаем, да, проходит через болезнь, через испытания, прежде чем стать шаманом. А в науке это называется шаманская болезнь. Ну, например, ученые в середине 20 века, советские ученые, могли описывать это как психические заболевания, либо как эпилепсию, либо как шизофрению. Да. Почему? Потому что в 20 веке была популярна психиатрический способ объяснения, психиатрическая модель. Да. Допустим, такой известный этнограф, как Токарев, да, исследователь религии, истории религии, исследователь ранних форм религии, Токарев говорил, Сергей Александрович, что шаман – это нервно-психически больной. Да. То есть современные шамановеды, конечно же, не сводят деятельность шаманов к психическим заболеваниям. Да. Но когда-то, до 80-х годов даже, шаманов могли пытаться лечить в психиатрических клиниках. Это очень плохо для них заканчивалось. Мы наблюдаем взаимодействие, иногда очень тесный сплав буддийских и шаманистских традиций. Что произошло в Южной Сибири или что произошло в Монголии? Новая вера, буддизм, пришла и вобрала в себя ритуальные практики и верования более старой мифоритуальной традиции. То же самое произошло, что произошло, например, с приходом христианства к русским, например. Но бывает часто, что шаман может использовать буддийскую символику, буддийские мантры. И если мы с вами, допустим, придем к нему на прием, то мы можем увидеть, что он камлает, будучи облаченным в буддийскую одежду. То есть он одевает на себя там специальный халат, специальную шапочку ламы.
есть верховный владыка, ткань. Ты на территории старше. Однажды Юрий Самаевич проводил обряд на горе и увидел белого духа. Он описал его как короткого белого и с большими глазами и сказал, что к нему пришел дух Алтая. Он потомок черных шаманов и говорит, что носит затемненные очки, чтобы не видеть черных духов. Только что он увидел змею и хочет мне ее показать. В конце своей истории он попросил меня оставить подношение духом в шкафу с белым зайцем. То есть, а подарки приносили? Или? Духом. Духом. Угу. Духом ушел. Да, остальное идет и... Это заяц. Смотрите. Угу. А, подношение духом оставляют здесь, да? Заяц. А? Заяц. Угу. На самом деле, конечно же, шаманы берут деньги, но надо сказать, что далеко не все, во-первых, да. Кто-то, например, не брал деньги, а брал только еду, да. Например, если мы говорим о шаманизме 19 века и начала 20-го, то там был запрет на деньги, ну и денег, в общем, на самом деле не было. Вот, то есть там же деньги что были? Это товары, натуральный обмен. Там либо шкуры, либо материя, либо продукты. Поэтому многие шаманы, они как бы не могли брать деньги, потому что считалось, что духи за это их накажут. Если мы, например, придем к Юрию Самаевичу Магидекову, он не станет с вас требовать деньги. То есть вы можете давать деньги, можете не давать деньги шаману. Если вы хотите дать деньги за камлани, за то, что он вам открыл дорогу, там, например, чтобы поступить в университет, или что-то он вам сказал про ваше будущее, да, как вам вести себя, то он скажет, вот положите вот сюда деньги. То есть вы даете деньги не шаману, а вы даете деньги духам. Потому что не шаман сам это делает, а шаман как бы организует взаимодействие. Шаман – это медиатор, медиум, посредник. А то, что получает человек, во многом благодаря духам, вот это новые знания или новый ресурс. Да? Поэтому как бы шаман не может все это брать себе. Он говорит, положите духом. Да? И все эти подношения, все эти деньги шаман делит между духами и собой. Да. Потом, конечно, он эти деньги возьмет, но какое-то время эти деньги будут лежать там, вот, на алтаре у Юрия Самаевича, где там у него вот эти вот и буддийские иконки стоят. Вот. Это самое первое шаманское общество в Туве. Его основал верховный шаман Мангуш Кинин Лапсан. Сейчас им руководят 3 сестры. По сути, это официальная организация шаманов, где они ежедневно принимают клиентов.
Они платят налоги, а пожилые шаманы выходят на пенсию. Эта женщина пришла в шаманское общество, чтобы очиститься от злых духов. Она сказала, что ее беспокоят кошмары и по ночам приходят мертвецы. Derinçlerim eğrenirim, derinçlerim eğrenirim iyi. Oğdum gözüm eğleri ot, çayaçım eğleri ruğunlarını tomlanarım ulu, güçten hayırlanır. Arıgladım artıcadım her şeysine hayır akın. Arttım onun arıglanar her şeysine hayır akın. Arttım onun da halvaktan kanalsa buklardır bas bozun. Şöyle kolun kuduvadır uçu. Öğünden gitken üstlerinin sağı sekilidir bas bozun her şeysine hayır akın. Ruğunlarını tomlanarım her şeysine hayır akın. Arttım onun arıglanar her şeysine hayır akın. Arı gelsin dürünger arı gazın çeyladınlar arttım onun arıgladım her şeysine hayır akın. Toğumnay verdim her şeysine hayır akın. Toğumun cesin her şeysine hayır akın. Meğin baskan izin bakımda basbazın her şeysine hayır akın. Meğin durar izin bakımda turbazın her şeysine hayır akın. Ruğun anne toğumnay verdim her şeysine hayır akın. Arı gelsin dürünger arı gazın çeyladınlar arttım onun arıgladım her şeysine hayır akın. Ağzı buklardır basbazın her şeysine hayır akın. Asın adı. Sakin bodoldur her şeysine hayır akın. Мен басқан изің бақымда басбазын өршейізіне хайрақын. Мен тұрар изің бақымда тұрбазын өршейізіне хайрақын. Есть люди вот такие, которые больные. Вот я только что очищение сделала, вот она женщина больная, и вот поэтому я вот у нее очищение делала, сны поправляла, покойников видит, вот это все. А вот нормальный человек все время не может во сне видеть умерших. Умершие к нам приходят, чтоб заранее предупреждает, что нам будет плохо и что нам будет хорошо. Это вот лапа медведицы. Оно хорошо очищает. Вот когда бывает туинцы такой народ, который, если вот кто-то имеет детей, когда кормящий, вот от кого-то, если обиделся, оно может распухнуть. Вот, соска. Бывает это амзанверген. Но обиделся, что отец или мать, или близкий родственник куда-то съездил и пришел пустой. Вот это время кормящий мать обидится на это и вот начинает распухать. Вот это вот лечит. Вот это. Это лопата волка. Тоже очень хорошо помогает. Ну, тут кровоспускающие элементы, кабарги, зуб кабарги, клык кабарги. Очень много здесь вещи, которые шамани для очищения человека от злых духов, от порчи, глаза. Все вот это вот есть. Это легкие атрибутика шамана, которые вот, это гриф лапа, это вот ночной сова, охотник называется, его лапа. Это лапа рыси. Это вот дикий кабан клык, тоже хорошо помогает, очищает все. А это вот у медведя мужчина, что между ног. Он хорошо помогает шаману излечить и на место поставить матку, которая когда опускается, вот, травму получает, или спрыгнул, или в аварию попал. И всегда в первую очередь у женщин матка опускается. Вот он хорошо помогает. Общество как бы избавляет себя немножко от зла, потому что она вешает эту тяжкую ношу, право делать зло именно на шамана. Вот
я расскажу интересную историю. Тоже телютская женщина, от нее ушел муж. И она настолько была рассержена, злая, возбужденная. И она пришла к шаманке и говорит: убей ее, соперницу, убей. Она-то сама не может убить, она знает, что убивать нельзя. А шаман может, шаман имеет это право. И она говорит: убей эту соперницу. Тогда Татьяна Васильевна, именно это она была, вот Манашева, она говорит: хорошо, ладно. И она, значит, говорит: сделаем. И она там что-то начала свой обряд, потом говорит: ты знаешь, не могу. Духи реки не пускают меня, не пускают, не дают мне. Ну, не могу этого сделать. Что-то я хотела, но не могу. И человек как-то, он успокаивается. Это даже какая-то, ну, может быть, такое облегчение внутреннее. Вот она сходила к шаману, а все равно духи вот не разрешают, не пускают. Я приехал на Алтай, чтобы познакомиться с белой верой Актян. Ее последователи проводят особые ритуалы у священных мест тагылов, где обращаются к духам гор Алтая, считая священной саму природу. Актян появились в 90-е, когда алтайцы искали свою идентичность и веру. Они проповедуют отказ от алкоголя и от любых божеств, кроме природы, считая своей целью служить ей и сохранять ее. Наша вера называется Ахтян. Ни в коем случае его переводить нельзя. И при переводе смысл и энергия теряется, искажается. Издавна наши предки почитали природу, ставили в таких священных местах тагылы, и весной, когда наступает Новый год, говорят, что Айлу Гүнду Алтай. Это, то есть, лунно-солнечный Алтай – это триединая субстанция. Это время проводят обряд Чилгаях. Наступающему Новому году ставят чашу полного угощения. Молока, пыштах, своей традиционной национальной. Именно в обряде жертвоприношения у нас есть. Овечка закалывает, его варят, и это предварительно готовят. Вот это и это через жертвоприношение соприкасается с энергией. Надо сказать, что в белой вере, в Актян, существуют разные ритуальные специалисты. По-алтайски они называются ярлыхчи. Ярлыхчи можно перевести на русский язык словом «вестник» или «пророк». Ярлыхчи – это основные действующие лица, которые организуют моления, осеннее или весеннее. В белой вере вам скажут, да, что шаман не должен присутствовать на общинных молениях. Это тот случай, когда нужен человек, который может пригласить духов природы, то есть чтобы пришел хозяин Алтая, Алтайдын Изи, чтобы пришли хозяева гор, чтобы они правильным образом, не нарушая порядок, например, сначала мужчины, потом женщины, чтобы они правильным образом, каждая семья верующих, чтобы они принесли определенные приношения, немножечко топленого масла в огонь кладет, немножечко мяса в огонь кладет, немножечко молока кропит специальной ложкой ритуальной деревянной. Это приношение духом хозяевам Алтая.
Я алхышчы, благопожелатель, провожу обряд поклонения природе в этой вот святилище Тағыл. Это традиционная вера алтайского народа. Это сохранили спокон веков. Это вера вот всего человечества. Это не религия, это вера. Когда человечество зародились на земле, зародился эта вера вместе с человеком. Начал поклоняться огню, природе, священным горам. У нас считается все живое. То есть, например, камень живой, но не одушевленный. Но считаем, что у него есть свой разум, разум камня. Воздух, разум воздуха. Огонь, разум огня. Человек, человека разум. И эти камни, они хранят информацию. У них сохраняется информация. Поэтому с древних времен вот наши тярлых и шаманы, они это чувствуют. Люди, которые чувствуют тонкий мир. А когда это время Василий Багрыч, он говорит, надо возрождать свою веру. Съездить надо в это Кадынбашы, Көкмөнкө. Ну, в искаженном смысле, чтобы вам понятно было, Белуха. Высокая точка Алтая. Это энергетическая точка, как бы сердце, оттуда течет Катунь река, большая аорта, артерия, и это как речки, родники, это как капилляр, вена, и это живой организм, земля. Мне показал сама природа, и это приснилось, как что там творится, там туристы, это все топчет, это я во сне так говорю, опоздал, раньше надо было приехать. Вот почему я захожу, здороваюсь. Это дух этого священного места всегда здесь. Он иногда вот здороваешься. Это каждый вот этот Тағыл, это священная гора Алтая. Например, я здороваюсь, вот тут написано, это Атаган, священная гора Атаган. Я вот поклоняюсь, здороваюсь руками, почитаю этот священную гору. Душу имеет любой предмет, все живое, но духи это все-таки отдельно. Духи и души это все-таки немножко разные. Душу имеет все, любой предмет. Вот стол там, то, как говорил Багарас, писал, что даже ночной горшок, и то имеет тоже душу, он живой. Все живое, нет мертвого. О, камешки, Анапель. Допустим, валяются камешки, идет женщина, смотрит, валяется камешек, она не обращает внимания. Потом еще идет, он опять. Она поднимает его и спрашивает, ты кто? Просто камень или Аняпель? А он ей отвечает, да, я Аняпель. И тогда она его берет, несет домой, одевает его бисером, там, в одежду определенную. И он считается охранителем дома. Все люди, которые приносят дары этим духам, да, Эризи, духам гор алтайских, они обязательно говорят алкыши. Алкыш – это, ну, по-русски можно сказать, благословление, обращение к божеству. Эти алкыши могут петься. Например, петься специальным горловым пением. И вот это горловое пение, оно изначально создано не для того, чтобы просто там слушать и получать удовольствие, а горловое пение, оно как бы создано как ритуальное общение, как особый язык.
Это Олег Исканаков. Он кайчи, алтайский сказитель, который общается с миром духов горловым пением. Я попросил его подняться со мной в горы к Тагылу, их священному месту, чтобы рассказать о роли горлового пения в общении с миром духов. Сказители поют, как бы поднимают Алтай. Поднимать Алтай — это как бы благословлять Алтай, чтобы, допустим, было тепло или было сено, чтобы выросло, допустим, или скот меньше было падежа у людей, чтобы меньше было людей, допустим, погибало, или дикие животные, чтобы как бы увеличилось. Это все сказители как бы благопожелание поет. То есть это тоже некое обращение к потустороннему миру, чтобы... Да, обращается через горловое пение именно к потустороннему миру. И когда кайчи начинает петь и исполнять горловое пение, то все духи как бы становятся тише и начинают слушать горловое пение. Шаман и сказитель — это разные личности, разные. Но у них общее есть сфера работы, действия сферы работы. Это, как можно сказать, они, допустим, будут мешать друг другу в другом мире, да? Эфир, допустим, можно сказать, там. Поэтому, когда, допустим, человек камлает, просит сказителей, чтобы он не выступал. Или когда сказитель выступает, он просит, допустим, кама, чтобы он не камлал. Потому что в этом мире, допустим, он здесь находится, другой, допустим, за 5 километров, или там на том берегу, мы друг друга не слышим, да? Но в ином мире уже это очень сильно мешает. Поэтому тут просишь, допустим, его, или он тебя просит, что во время просто как бы говорит, что мы сегодня будем проводить обряд, допустим, там, пожалуйста, вы не пойте, потому что она мешается. Так. Готов? Да. Существуют так называемые бичекчилер, да, в множественном числе, писцы, их можно перевести на русский язык, да. Это люди, которые получают послание от Алтая-Кудая. То есть Кудай — это бог по-алтайски, Алтай-Кудай — это хозяин Алтая. Вот. И вот существуют люди, как правило, это женщины, в большинстве своем, которые получают либо во сне, либо в состоянии какого-то измененного сознания, наяву, они получают такую небесную диктовку, как они сами на русский язык переводят. Да? То есть их вдруг осеняет, и, как они говорят, информация начинает идти к ним. Чайлуды кижи чайымды кижили калбатыдына баатып чабыс көрөргө ирлер коркушты жанын жаңына жамылуулар тымзыңгылап отургулай удайды токтотуп болбосор
Kuday boyordu, toxtodub salar. Albatının canın açan da toxtodub bolbodu. Albatı durup çıksa can. Ахтян положительно влияет на ауру Земли. Разум – это живой организм, который выполняет функцию мозга нашей Солнечной системы. Как подобие Всевышнего разума, человек должен быть защитником всего созданного на Земле самим Богом, что очень четко заложено в мироздании и ясно выражено в верованиях алтайского народа. Нарушение законов природы, то есть действия против природы, ставит человека вне Божьей системы и делает его существование невозможным, ненужным и ведет их к исчезновению как творение разума. Их можно назвать самыми такими активными людьми, сельскими жителями Республики Алтай, у которых болит душа за Алтай свой, да, поэтому они много чем озабочены. Да. Например, они озабочены тем, что туристы пишут там что-то на камнях, на скалах. Да. Например, они озабочены тем, что археологи могут раскопать какой-то курган. Да. Актян современный – это такие, в общем-то, можно сказать, алтайские шаманские лютеране, да, в кавычках, такие реформаторы традиционной алтайской веры. Да. Не случайно, в общем-то, вот эта вот белая вера начала 20 века, она же тоже возникает как реформаторское, реформистское движение. То есть, если мы почитаем письма алтайских ярлыкчи начала века 20-го, которые они пишут русским, да, почему? Потому что они пытались объяснить русским властям, что мы ничего плохого не хотим. Мы на самом деле хотим, чтобы алтайский народ процветал. Да? А для этого нужно отказаться от кровавых жертвоприношений. Писали они в этих своих письмах. Ну, это, знаете, вот это не вера. Это, я вот говорю там, что это закон мироздания. Ну, вот моя бабушка раньше говорила: спроси, Балам, с какого Алтая приехал этот человек. Бабушка, так он же с Москвы. Ну и что, Балам, Москва это тоже Алтай. То есть это место, где живет человек. Потом я, бабушка маленькая была, спрашивала: бабушка, что такое Бог? Я думала, там русский, алтайский человек сидит. Она мне говорит: посмотри направо. Бабушка, ну, там же наша священная гора, на которую запрещалось показывать пальцем. Посмотри налево. Бабушка, там же река и маленький родничок, за которым мы ухаживаем. Посмотри наверх. Бабушка, там же солнце, луна, звезды. Там Уж-Чалан, космос, бесконечной жизни. Там облака. Ну, маленькая была. Посмотри вниз. Ну, бабушка, ну что, там же Мать-Земля, которая нас кормит. Вот, соедини все это в одно целое, это и есть будет то, без чего не прожить нигде. Это и есть Бог. Но, Балам, запомни, для алтайца Бог не человек, человек не Бог. Мы поклоняемся высшему разуму природы. Высший разум – это Создатель Вселенной, Всевышний Творец и Чхурбустан Кудай. Я приехал в Ханты-Мансийский автономный округ, чтобы узнать про медвежий праздник. Один очень необычный обряд, который практикуют ханты. Его смысл в том, чтобы пригласить душу медведя к себе домой. В этот момент каждый хант как бы может быть шаманом и поговорить с духом медведя. И хотя не все согласны, что это шаманизм вообще, я вижу в их отношениях к миру духов некоторые сходства с теми шаманскими культурами, о которых рассказывал раньше. Это Тимофей Молданов. Он казымский хант и одним из первых начал восстанавливать медвежий праздник после развала Советского Союза. Как сделать? Надо окуривать, а у нас сятта помыта илма. Мана мокуят мускикиту мут китайский индорин. Карнеш пиняжин не аштан. Ну хвырился. Ситы пухой.
Тастапа елдеру батаюси. Паяй бар. Урат хот налбия. Нагисид пундахте варстахте. Шаман, по-моему, это все-таки проводник между мирами. Я так считаю. А если считать, кто лечит, кто там в жертвоприношении вызывает духов, так каждый хан, ты получается шаман. У нас так. Вот и начинается праздник. Но прежде чем приступить к церемонии, необходимо выяснить, согласна ли медведица, чтобы игрища проводились в лесной избушке. Вдруг захочет более просторное помещение. Каким духом станет, родовым или домашним? Какую жертву следует принести перед праздником и кому? Здесь медведица диктует условия. На протяжении всего праздника ее души будут общаться с людьми. Узнали старики, что медведица просит 3 оленей. И пока их снаряжают, гости готовят для духов свои подарки. Привязывают к рогам жертвенных оленей платки и цветные куски ткани. Хозяин стойбища обращается к духам, приглашая их на пир. Просит для людей хорошей спокойной жизни, удачи в промысле. Жертва принята. Начались приготовления к церемонии. Вынимаются из прикладов духов охранителей хозяина медведя ритуальные халаты, рукавицы, шапки. Из специальных мест хранения достаются берестяные маски. Голова медведицы занимает священный передний угол дома. С этого момента здесь начинается священнодействие. 4 ночи будет продолжаться обряд, истинный смысл которого до сих пор еще окончательно не понят. А может быть, потому и привлекает это таинство, что каждый видит здесь что-то свое. В медвежьем празднике, там один из исследователей, более ранних, Кулемзин, писал, что шаманства там нет, он как раз по шаманству Васюгана-Ваховских защищал. Но когда медведя, надо медвежьи игрища провести, сначала-то у медведя спрашивают, согласен ли он. А это кто делает? Спрашивает. Это тоже, наверное, шаман. Медвежий праздник проводится для того, чтобы после, условно говоря, убийства медведя опять возвращать в хорошие, доброжелательные отношения к этому зверю как божество. Потому что, с одной стороны, для хантов это объект охоты, и охота, как мы понимаем, кончается тем, что убьют медведя. С другой стороны, медведь – это и родственник, это и предок, это и дух, это сын главного бога Торма. Медвежий праздник, он есть не только у хантов и мантий. Медвежий праздник, его вариации этих ритуальных магических манипуляций, связанных с медведем, он есть у айнов, например. Вообще это ближе к Японии, это далеко от хантов. И во всех этих медвежьих праздниках есть нечто похожее. Да? Во-первых, это основано на представлении о том, что между человеком и животным есть что-то общее. Медведь является лесным таким братом человека. И даже в русских культурах есть отголоски этих мифологических представлений. Например, нам рассказывали русские охотники в республике Коми, в Нижегородской области, что если с медведя шкуру снять, или с медведицы, то прямо натурально голая баба получается, как будто бы без кожи. Тоже и титьки висят, тоже там все есть. То есть ободранный медведь похож на человека. И существуют даже такие мистические истории о том, что снимают шкуру с медведя, да, убив его на охоте, и вдруг видят, что у медведя-то под шкурой пояс.
а на поясе нож висит. А для чего проводятся медвежьи игры? Души медведя направить на небо, к Создателю, для реинкарнации, сделать его духом-покровителем семьи, дома. 300 с лишним песен поют в течение всего праздника. Разные, есть исторические песни, есть родовые песни, история рода, функция рода. Чем должен этот род заниматься? Это вот танец, там и песня, и танец. Богини Мать-Земля, как ее поднимают, сначала поется, а потом вот земля, какой она стала. Это танец о сотворении мира. Земли. Земли. Потом есть первые люди появились. Где они у меня, первые люди? Так. Колокольчиками здесь еще подвешиваются. Лежит человек и показывает. Вот так где-то. Лежит. Это все делает лежа. Вот они приблизились. И все кричат. 7 человек вносят, тот в белом халате. И вот все кричат, когда они прикасаются друг к другу. Сначала издалека, 3 раза все издалека, потом уже начинает приближаться, а потом уже вот так вот. Это 7-й уже, самый конечный. То есть на 7-й день они занялись любовью? Да. Вот это вот показывается и с криком выносят. Все. Люди появились на этой земле. После этого 3 выходят. 3 божеств. Они по реке Обь делят кому? В низовьях, где в Средней Оби, в Верховье Оби. И попутно вот здесь вот богиня Калтась, это жена Нумиторума. Нумиторум – это верховное божество, творец всего живого на земле. Самый нижний, конечно же, это Нижний мир, это божество смерти. Как оно выглядит? Есть? Его одевают в медвежьем празднике в черный халат. Вот эта вот чернобурка шапка, еще косы тоже черные. И танец свой он показывает, песни ему поют сначала. Песня молитва называется. Вызывают его. Там есть песни молитвы, заклинания, и есть песни, когда вот божество, Бог, поет от своего имени, рассказывает свою историю, свой миф. И вот эти мифы, они, конечно, это очень важно для того, чтобы люди знали, чтобы этот миф и мысли этих мифов передавались. Но там сложно сказать, кто вообще поет, потому что текст, песня идет от первого лица. И понятно, что это не песня о Боге, это как будто бы вот это божество присутствует на празднике через человека, который поет эту песню.
Это фонограмм-архив, и здесь находятся валики, восковые валики, которые 100 лет назад использовали для того, чтобы песни, в том числе медвежьи песни, записывать. Вот я не знаю, здесь номера, конечно, коллекции 125-го, это, наверное, вот где-то здесь эти валики стоят. Информанты рассказывали, что в самом деле так же они поются, они почти неизмененно сохранились, несмотря на то, что Советский Союз относился к этими религиозными практиками очень враждебно. Тем не менее, люди продолжали исполнять эти ритуалы, продолжали исполнять и песни, и медвежьи игрища в том числе, но это, конечно, широко не афишировалось. Мне попалась одна бобина, тогда вот эти большие магнитофоны были, бобина. Дедушка поет, девушки пошли рыбачить, а сам «Пробуждение медведя» песню поет. Это вот такое желание было что-то доставить потомкам через обман. Девушки, видимо, не знают языка, они думают о рыбачках песня. Следующую песню тоже из цикла медвежьих поет, а это, говорит, девушки танцуют. А в советское время, когда были репрессии на шаманов, начиная там с конца 20-х годов, и особенно в 30-е годы, шаманам стало быть опасно в 30-е годы. Что поэтому происходило? Шаманы в массе сдавали бубны в сельсоветы. Эти бубны, там, не знаю, либо сдавали в музей, либо сжигали в кострах, там, ну, в зависимости от ситуации. Вот. А шаманы писали такие покаянные письма в газеты. Например, если поглядеть газеты конца 20-х годов, начала 30-х, мы увидим много таких писем на алтайском языке, на русском языке, где шаман пишет: «Я такой-то, такой-то, обманывал людей, брал с них плату, на самом деле это все неправда, я вас обманывал, поэтому бубен свой я сдаю в сельсовет и в своем обмане раскаиваюсь». У телютов как-то вдруг в 30-е годы у шаманов забрали бубны. Ходили власти, представители власти сельской поселением, у всех шаманов отобрали бубны. В сельсовет их поместили бубны. И один там очень человек, который был близок к властям этим сельским, он ночью сидел там и играл на бубнах. Вот. И такая легенда существует, что на другой день он покрылся коростой, потому что духи его наказали за это. Вот. И, может, действительно он заболел, ну, по крайней мере, это такая легенда. А потом еще существует масса, как пришла советская власть арестовывать шамана, а он там в медведя превратился, сел на медведя и уехал. Или его уже в тюрьму посадили, а он сквозь стенку прошел. А у Чукчи такие легенды, как шаманов пришли арестовывать, а у него из носа выросли сосульки, мерзли в лед, и не смогли так его забрать. Ну, масса вот таких фольклорных сюжетов, когда шаманы якобы побеждают советскую власть. Ну, а как на самом деле? На самом деле и родственников, конечно, арестовывали шаманов. Ну, как и не только шаманов. Ну, тогда вот во время коллективизации кулаков, торговцев, там все это шло под одну гребенку. Но выжили как-то люди все равно. Скажем, ганасанские шаманы, Дюхаде Костеркин, это основатель, один из таких важных представителей династии, он же 30-е годы жил на Таймыре. Два его сына, Демниме и Тубяку, их посадили в тюрьму, они сидели в Красноярске. И история заключается в том, что когда Тубяку Костеркин сидел в тюрьме, он там
дух Щука, он с ней разговаривал с некоторым духом, шаманским его духом, помощником Щукой. И как-то очень что-то надоело ему в тюрьме, он замолился и захотел домой. И получилось у него. Там сказали, что нужно кого-то за себя отдать, какого-то человека другого. Он сказал, ну ладно. И приехал он домой, и сказали, о, как замечательно, что ты вернулся. Он сказал, да, я отдал за себя, чтобы мне вернуться, очень, очень важного человека. Через 3 дня узнаете, кого я за себя отдал. И это было в конце февраля 1953 года. Вот эти фотографии как раз вот с того праздника 88 года. В советское время был запрет. Конвенцию ЮНЕСКО, когда приняли о племенах, ведущих традиционный образ жизни, и в России сразу послабление пошло, первым делом окружной дом народного творчества решили вот провести медвежье игрище. Вот дедушек со всех мест собрали. В округе тогда побольше было. Со всех мест собрали и провели здесь, в Ханты-Мансийске. Что самое удивительное, в самом деле, что эти культуры и эти явления, они очень устойчивые, несмотря на то, что их колонизируют, их эксплуатируют, их попытается с ними бороться, попытается их как-то использовать разным способом, они очень устойчиво сопротивляются этим. Наверное, культура не умрет, чего только не переживала. И все в XVIII веке, когда приехали туда наши путешественники из Академии наук, они так смотрели на этих, как эти люди живут там в Южной Сибири, говорили, о, все, обрусевают, еще год-другой, и все исчезнет. Так считали. И так наши тоже этнографы некоторые, о, это старики, там ничего не осталось, там все считают, что все это исчезает. На самом деле нет, оно корни какие-то имеет и не пропадет, я думаю. У Торома отца большой дом, полный соболиного меха, лисьего меха. И в таком уютном гнездышке он и жил. Отец, когда уходил на охоту, говорил, ты, сыночек, не выходи никуда, не ходи никуда. А он в очередной раз, как Торум отец ушел, он не послушался, пошел. И вот задняя пятка провалилась под полотно неба. И вниз он смотрит. Земля такая красивая, белым сукном накрытая, черным сукном накрытая. Вот бы мне, говорит, такому, как я, маленькому зверю, собрать всех детишек, для игр день сделать, для песен день сделать. И вот, когда отец приходит, он отцу подходит и говорит, отец голову отпустил, долго думал. Ты вниз, когда придешь, там, говорит, люди оленей имеют. Ты их не трогай. У людей лабазы разные есть, с разными припасами. Ты тоже не трогай. Там у них похоронены, кладбища есть, ты тоже не трогай. Ну, отпускает он его вниз. Северный ветер, если подует, до Южного моря его задувает, южный ветер подует.
то Ледовитого океана его задувает. И так, в конце концов, он вступил на землю, и идет по земле и думает: я же видел белым сукном покрытую землю, а это, оказывается, белым мхом накрытая земля. Вот он думал, что черным сукном накрытая земля, а это, оказывается, обгорелые леса наши, горельники, поэтому черным сукном видно было сверху. И он увидел оленье стадо, он его разогнал, полакомился. Сначала вроде сытым стал, но в конце концов опять становится вялым, худым. Тогда он видит лабаз у человека, разрушает лабаз, съестное все съедает, и на третий раз уже зимой увидел могилу свеженькую, разрыл, покойника съел. Тогда уже мать-земля навстречу выходит. Ты был спущен на землю маленьким тормом, ты нарушил все наказы твоего отца. И слышно, собака лает. Значит, охотник пришел. С тех пор он вот становится смертным зверем. Вот так.